Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим панкейки, банановые панкейки без яиц и без масла. Что нам понадобится? Нам понадобится банан, спелый банан. Лучше, если он будет уже переспелый, с темными такими вкраплениями. Понадобится 200 мл молока, 250 мл муки, стакан с горочкой. Нужен будет разрыхлитель, чайная ложка, немного корицы, 2 столовых ложки сахара, немного, буквально щепотка соли. Муку обязательно будем просеивать. Что делаем? Молоко сливаем в емкость, чистим банан, добавляем к тому же самому молоку его. Никакой хитрости. Если у вас есть погружной блендер, разминаете банан погружным блендером. Если погружного блендера нет, можно размять просто вилкой, до очень-очень-очень-очень мелкого, мягкого состояния. Но разминать нужно очень мелко. Вот. Прям мелко-мелко его потом разомнете, и все. Сюда же можно добавить сразу 2 столовых ложки сахара, добавить соль. Можно добавить и корицу на самом деле. Корицу по вкусу. Корицу по вкусу. Так, это пока отодвинем. Просеиваем муку. Обязательно муку просеиваем. Никакой хитрости нет. Если время позволяет, можете просеять дважды. Из емкости в емкость. Муку просеяли и смешиваем ее с чайной ложкой разрыхлителя. Все, перемешиваем аккуратно и отодвигаем в сторону. Возвращаемся к банану. Так, как я сказал, уже можно разминать вилкой, видите, но это долгая песня. Я воспользуюсь погружным блендером. Погружным блендером делается все очень-очень. В общем-то и все. В общем-то и все. Убираем блендер и можем добавлять муку.
Опять-таки тщательно перемешиваем. Дальше миксером. Все. Друзья, на этом этапе я всегда даю тесту постоять. Буквально немного, минут 5. И перемешиваю еще раз. Так, время прошло. Еще раз перемешиваю. И, собственно, и все. Видите, тесто получилось достаточно густым. Разогреваем сковороду и начинаем жарить. Жарить будем без масла. Сковороду смажем один-единственный раз растительным маслом перед первой закладкой. Так, друзья, сковорода нагрелась. Добавляем на нее совсем немного масла. И кисточкой смазываем всю поверхность. Напоминаю, что это мы сделаем только один раз перед первой закладкой. Теперь удобной ложкой, я пользуюсь для мультиварки, выкладываем тесто. Все, жарим. До готовности с одной стороны, затем переворачиваем. Обратите внимание, следующие получаются уже не такие по цвету. Так, ну что, друзья, дожарил я панкейки. Самое время снять пробу. Возьмем немного меда и попробуем. Ну, как по мне, неплохо. Особо довольны будут те, кто по разным причинам не ест яйца и масло. Приятного аппетита!